Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном видео мы рассмотрим разные варианты команд для воронки времени, как топовые, так и варианты для новичков, которые вот только начали играть, либо отыграли первый и второй сезон, к примеру, да, и их сразу перекинуло в шестой. Соответственно, им тут сложнее подобрать команду, поэтому мы все это будем учитывать, будем искать замены, ну и, соответственно, будут примеры с уроном, который можно будет нанести. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Сбор тумана у нас на получение лечения либо щита у нас будет накапливаться один заряд. Нам нужно его как можно быстрее рассеивать, чтобы уходить в красную голову. То есть на рассеивание тумана мы будем ставить нанесение урона. Таким образом мы будем снимать все эти стаки и уходить в красную голову. Также на сбор тумана мы ставим наложение ослаблений, и на рассеивание мы будем ставить получение усиления. Все таким образом при вот такой вот расстановке тумана мы будем бить красную голову, там где повышенный прямой урон, как раз то, что нам нужно. Первыми мы рассмотрим команды ауры. Чтобы сюда не возвращаться, я вам сразу сейчас покажу, сколько наносит команда с Синареллом в качестве саппорта. Тут у нас Таресия получается с первой пробудой. У нее самые такие мощные, это как раз вторая и пятая пробуда. Поэтому, в принципе, что с первой, что без пробуд, урон примерно будет одинаковый. Это тоже больше от экипировки зависит. Есть, конечно, уже варианты команд у китайцев, которые получили Скара. Они уже бьют больше миллиарда. Там, где Таресия у них на пятом пробуждении. Мы рассмотрим команду от игрока Extra X. На момент записи видео он набивал уже больше 800 миллионов данной командой. В качестве саппорта он использует нового саппорта сияния Сивалу. Из основных моментов нужно как можно больше выкрутить и защиты, и ОЗ, потому что ауру очень тяжело обогнать по ХП, потому что у них урон от здоровья и много талантов, пробуд и так далее, которые апают им здоровье. Нам нужно их обогнать, чтобы именно Сивала танчила. Если у вас нету артефакта Альянса Ангелов, то можно, в принципе, заменить на что-нибудь другое. То, что будет давать нам выживаемости, либо урон. Тут уже нужно будет вам самим смотреть, что вам не хватает. Либо выживаемости, либо, если с выживаемостью проблем нет, то можно дать что-нибудь на урон. Соответственно, чтобы поднять характеристики, у него на данный момент стоит два комплекта из двух вещей. Просто чтобы апнуть характеристики. В двух сетах есть бонус к ОЗ 20%. Соответственно, в итоге он набирает плюс 40% здоровья. Плюс здесь еще и защита. Таресия в сете скорости атаки. Тут у нее взята атака, крит урон, тоже шанс крит удара. И вот этот артефакт ей просто идеально подходит. Поэтому ставим его. И, соответственно, если у вас его нет, то, конечно, лучше его приобрести за пробуду какого-нибудь ненужного героя. Линкас у нас в сете торговца самоцветами. Бафает у нас на атаку Таресию, получается. И из-за того, что у нас герои все сияния, тоже очень хорошо заходит вот этот артефакт Сфера Драконьего Бога. Прямо для таких пачек, там где полная связь идет, вот просто must-have. Поэтому если нету, то обязательно приобретите себе. Ну, Линкас у нас получается атака. Тоже тут шанс крита, крит урон по возможности. Ну, немного, но сколько мог, столько взял. Дианта у нас в разломе и в сете кукольника. Поэтому не забываем ей точность, чтобы накладывать штраф к защите. Ну и наша любимица Анелизис в новом сете лесного хранителя. Тут у нее куча защиты. Ну и, соответственно, артефакт, чтобы щиты были мощнее. Тайминги он использует вот такие. Также, если вы новичок и вы сейчас просто смотрите вариант данной команды, то вам очень важно знать, что увеличение прямого урона на красной голове начинается вот как раз
Почему вот цикл 18? Потому что первые 15 секунд красной головы идет повышенный урон. Поэтому тайминги начинаются вот как раз у нас стартовые с 18. Это как раз момент, когда босс переходит в другую фазу. И, соответственно, каждый раз, когда голова будет меняться, становиться красной, мы будем вот четко-четко попадать в тот момент, когда босс получает увеличенный урон. Это касается вообще всех команд. Вы такие тайминги, в принципе, будете наблюдать как и у неустрашимых, так и у ледяного взрыва. Различия будут только в таймингах, когда мы подбираем именно вот под саппортов. Все, а у главных ДД обычно вот все по классике идет. Старт всегда на 18. Поэтому вот тайминги как-то вот так идут. Больше всего удивило, ну, в принципе, я еще изначально, когда на тестовом был, я делал обзорчик небольшой на данного героя, и еще тогда как бы без приколов и шуток говорил, что герой довольно-таки мощный будет. Вот как видите, без пробуждений Сивала довольно-таки неплохо держит команду. Поэтому очень надеюсь, что вы крутили саппортовский баннер в надежде достать и Сириэльса, либо Бибипа, и, соответственно, забрали именно гуся вот этого. Коды всех команд, которые здесь будут, вы увидите в описании. Следующая команда — это также команда Ауры, но уже от игрока, который играет относительно недавно. Игрок Скрипт. Вот помню, совсем не так давно он вступил ко мне в группу. Только вот начинал играть, задавал всякие вопросы интересные. И вот уже, как видите, показывает довольно-таки неплохие результаты. Сделал правильный выбор, грамотный. Выкрутил себе и Анелизис, и взял Таресию. Также ему попутно нападали вспомогательные герои Ауры. И в роли саппорта он использует Филосию. Также он поставил ей сет кукольника для того, чтобы она попадала в нужный цикл. Поэтому пока у нас еще нету рун, где мы можем набрать ускор. Вот. Поэтому пока что как-то вот так. Решение довольно-таки грамотное, молодец. Рога оленя стоят для увеличения урона. Если будут какие-то проблемы с выживаемостью, можно, в принципе, поставить жилетку ей. Линкас также сети торговца самоцветами в роли баффера. Тоже стоит у него артефакт Альянса Ангелов. Если у вас его нет, то также можно просто заменить на какой-нибудь артефакт, дающий урон. Допустим, даже на тот же сундук. Дианта в сете кукольника и в разлом, соответственно. Анализис у него на втором пробуждении. Тоже он здесь решил сделать увеличение урона и дал ей рог, чтобы с отхила она бафала наших героев конкретно на урон. Судя по артефактам, я так понял, с выживаемостью у него вообще проблем нету, потому что не наблюдая ни жилетки, ни каких-либо артефактов, которые увеличивают именно выживаемость. Акцент сделан прям максимально на урон. Ну и вот его Таресия. Шмотки подобраны, ну, я так понял, просто какие были. Выкрутил именно характеристики. Стремится ближе к 100% шанса крита. Поэтому как бы сет ставить он не стал. Именно акцент пошел на статы. Ну и, кстати, урон, да, без пробуд довольно-таки неплохой. Очень даже неплохой. Также артефакт этот стоит. Тайминги используют вот такие. Идет немножко запас, чтобы разлом повесился вовремя. И, соответственно, наши ДД начинают ультовать. Питомец на 16, кстати, стартует, потому что если вы новичок и смотрите сейчас обзор именно на эту команду, у питомцев получается не прям сходу старта, у них всегда через 2 секунды идет каст. Поэтому делаем чуть-чуть запас. То есть нам нужно, чтобы вот этот дебаф на увеличение урона повесился на 18 секунде. Соответственно, минусуем 2. И получается, что 3 сим должен взлететь на 16, чтобы на 18 повесить вот этот вот дебаф. Ну и у Филосии, соответственно, 11,5 и цикл 18 за счет того, что она в кукольнике. Поэтому она четко попадает у него в цикл. Все самые такие болезненные плюшки он перекрывает, и команда неплохо, в принципе, живет. Далее перейдем уже к командам неустрашимости. Вот как раз я использую неустрашимость. 442 я набил на данный момент. Позже, может быть, пачку еще переберу, так как, в принципе, с выживаемостью проблем вообще нет никаких. И я на данный момент использую вот такой вариант. Но, в принципе, можно Ирмуша заменить пока что на Исириэльса, тем самым повысить урон. Я пока что еще этим не занимался вопросом, но покажу урон конкретно корейского игрока. Вот там у него и Маштур. Но у него Маштур на третьей пробуде, он апает тоже еще дополнительный урон. И там у него Волк. Вместо Ирмуша он тоже, получается, нам апает атаку. Поэтому урона, соответственно, больше. Я использовал пока что два варианта. Это первый у меня был Исириэльс и Маштур в качестве саппортов. Сейчас давайте с нее начнем. Кстати,
урон, в принципе, вообще одинаковый. Единственное, что когда мы используем Маштур и Ирмуш, то выживаемость настолько сильная, что даже под конец боя нет ощущения, что вообще их бьют. Они стоят вообще на лайте. Поэтому именно на первой воронке, да, можно заменить вообще легко того же Ирмуша на Исириэльса. Чисто просто уйти в бафы атаки. У меня Исириэльс без первой пробуды, поэтому усиление защиты он кидать не будет, но жить они все равно будут. Рассмотрим пока данный вариант. Позже перейдем к заменам и вообще, что делать, допустим, новичкам, которые, допустим, отыграли первый сезон, да, их перекинуло в 6-й. И, к примеру, у них была Настенка, немножко Неустрахов, и они, допустим, решили в конструкторе выкрутить себе Гуинавивр. То есть для таких игроков эта команда подойдет. Для новичков конкретно, ну, не знаю, такое себе, да. Нам в конструкторе нужно было брать и Настю, и Гуинавивр, я не знаю, вряд ли кто-то так делал. Но если вдруг такие есть, то конкретный обзор на данную команду, может быть, вам будет и полезен. Тайминги в данной команде я использовал такие, живут до конца. С големом такая же история, 16-18. У всех старт начиная с 18, за исключением Таривола. У него очень долгая анимация ультимейта, поэтому мы делаем запас в 2 секунды. То есть как раз, когда 18 секунда наступает, он начинает уже со своей ульты выполнять свои вот эти быстрые атаки. Ну тут, соответственно, Настя первая кидает перья, и следом уже Гуинавир кидает свой баф, и мы начинаем конкретно бомбить. Ирмуш прыгает у нас перед вторым боевым, кидает штраф атаки и тем самым еще и цепляет ульту. Поэтому тайминг вот такой. И Сирельс вообще без тайминга, он просто ультует, когда ему хочется. Живем вообще без проблем. Перс вообще мне, кстати, понравился. В плане даже без первой пробуды, да, где он там усиление защиты кидает. Ну, здесь это не так нужно, потому что это делает, в принципе, Ирмуш. Но вот в такой комплектации прям, ну, очень мощный отхил. Я не думал, что он будет прям настолько мощный. Герой очень крутой, я вот не жалею даже, что его получил. Поэтому перейдем к экипировке. Он у нас от просвещенности играет, поэтому, собственно, ставим ему вот этот сет. И в качестве артефакта будем использовать рог. Таланты вот такие пока что. Ирмуш у нас тут вообще танчит. Точности, конечно, желательно бы побольше чуть-чуть. Ну и этого сопротивления тоже желательно бы чуть-чуть побольше. Потому что хоть и статы на первой воронке не такие большие, но бывает этого не хватает. Также артефакт Альянс Ангелов. Если у вас его нет, то заменяем либо на сундук, либо на рога Ленин. Тут уже даже не принципиально. Таривол у меня в кукольнике. Можно, в принципе, на Ирмуша его переместить. И на Таривола поставить сет скорости атаки. Ну и все, в принципе, по классике. Чем можно больше выкручиваем шанса крит удара и точность, чтобы накидывать разлом брони. Настенка у меня в сете скорости атаки. Шанса крита много пока что не получилось сделать. Сколько мог, столько и сделал. Поэтому пока что как-то так. Ну и Гуинавир у меня вот такая. 100% шанса крита получилось сейчас сделать. Почти 150, ну 143. Крит урон. В принципе, неплохо, считаю. На 4-й день. Вот как-то так она у меня выглядит. Следующий вариант это для тех, у кого был Маштур. И вы получили его, ну, получается, сегодня. На момент записи видео. Тут мы просто рассмотрим изменения, что мы вообще поменяли. Тут очень-очень сильная выживаемость у нас, прям с каким-то жестким запасом. Я сразу же перекинул сет кукольника на Маштура, дал ему точности побольше, сопротивления побольше. И, соответственно, так как у нас все герои молнии, мы ставим вот этот вот артефакт. Прям вообще четко заходит, у нас увеличивается и урон у всех, и прочность щитов. Соответственно, Ирмуш у меня в сете защиты предков, дал ему просто точности побольше, и чем можно больше, тем лучше защита. У него от защиты зависят его щиты и хил. Если Альянса Ангелов нету, то ставим, в принципе, либо рога оленя, либо рог просто, потому что у него также тикающий хил есть. Поэтому что-то подойдет неплохо, в принципе. Ну и так как мы переставили сет кукольника, соответственно, Таривол у нас здесь сет скорости атаки. В этом, собственно, и все изменения. Ну и, соответственно, тайминги, потому что очень важный момент, чтобы Маштур ультовал тогда, когда на боссе уже висит разлом брони от Таривола, плюс также еще от Пета дебаф будет висеть. То есть ему нужно, чтобы висели ослабления. И также Ирмуш, когда ультует, у нас еще остается время, что висит штраф атаки. То есть максимально выгодные условия для Маштура. При данных таймингах он, получается, кидает все вот эти 5 бафов. Прям жестко нас всех забафает.
Поэтому тайминги здесь очень важны именно вот так сделать. Тем самым получится достичь именно максимальный результат. Ну и перейдем к заменам. Тут уже будет касаться тех, кто решил пойти именно через неустрашимость. Для тех, кто в конструкторе брал Гуйнавивр, получил Настю, либо в первом, к примеру, сезоне, либо вообще вы новичок и там с сундука какого-нибудь, допустим, получили Настенку, да, и сделали такой выбор, что вот я хочу играть через неустрашимость. Хорошо, пусть будет так. Рассмотрим саппортов, которые именно под эту связочку хорошо зайдут. Как альтернатива, так как у нас идет связь 3 стихий на данный момент, можно, в принципе, поставить ту же Филосию. Она сейчас зайдет, в принципе, в любую команду. На крайний случай можно поставить даже Синарелла. В идеале прям вообще и в дальнейшем также она может стоять чуть ли не до уже 4-й воронки и на 4-й включительно. Это Эстайон. Возможно, даже я ее тоже буду использовать в будущем, потому что здесь она очень-очень хорошо заходит. Также для тех, кто отыграл 2-й сезон и успел получить Артред, тоже можно взять и поставить ее сюда. Тоже неплохо заходит. Если у вас есть Гришнар, но тоже очень важное условие, он должен быть хотя бы с первой пробудой, потому что за счет нее, в принципе, на воронке в прошлом сезоне он и стоял в некоторых командах. И если вдруг каким-то чудом у вас такой Гришнар есть, можно, в принципе, поставить и его. И, допустим, к нему Эстайон. Но это такой себе вариант. Во-первых, это и дорого, это вряд ли вообще у кого-то будет, если вы новичок, да. Также, если вы крутили баннер саппортовский, тоже, в принципе, можно поставить Сивалу. На примере с командой Аура также видели, да, что довольно-таки неплохо справляется. Ну и сюда можно вдобавок поставить тогда уже и Анелизис. В принципе, если саппортовский баннер крутили и забрали Лебедя, то в паре с Анелизис будут нормально держать. Анелизис сейчас, в принципе, думаю, вообще чуть ли не у всех есть, потому что куда ни плюнь, просто везде она. Так что про этого героя вообще просто не обсуждаем. И, кстати, как штрафовик, но опять-таки под героя какой-нибудь, который будет обязательно кидать под хил, потому что просто дар ничего не сделает. Все, что он может, это просто долго-долго держать штраф атаки. Поэтому, если у вас получилось взять глубинного дара, то, в принципе, можно использовать и его. Ну и, собственно, команды, которые почему-то более распространенные, как и у ветеранов, так и, в принципе, и у новичков. Это Ледяной Взрыв. Сейчас тоже на своем примере покажу. Я в начале сезона тоже что-то там бил. Да, вот много игроков используют именно Ледяной Взрыв. Тут если рейтинг вниз листать, то в основном вот как раз Ледяной Взрыв и идет. Тут у меня команда старая еще. Сейчас сразу объясню пару моментов. Это, допустим, если у нас нету совы, да, ну так уж получилось, что, к примеру, вы только начали сезон, героев почти нету, взяли там, допустим, билдель покрутили, вам там Зорок упал, Шина, к примеру, да, и какие-то саппорты есть. Поэтому сейчас сначала покажем базу. Это, в принципе, какие тайминги мы будем использовать на Ледяном Взрыве. Базовая это вот у нас Голем идет 16-18, Зорок на 18, следом Шина 18.1 и билдель 26.5. Цикл у них 18. Если есть сова, то ставим 18.5. Филосия именно в данном случае, так как она одна, она стоит вообще без таймингов, просто по КД ультует. И в дальнейшем, если вы будете также бить 4 дэмэдж дилера Ледяного Взрыва, что у нас меняется? Мы берем им вот этот талант, то есть мы все будем хилиться за счет того, что мы тратим кристаллы. И, соответственно, эти таланты есть у всех героев Ледяного Взрыва. Даже билделя нам придется его взять. И Филосия будет, получается, получать отхил за счет вот этого таланта. Именно за счет этого вся команда, в принципе, и живет. Это если вы новичок и не в курсе еще, то будете знать, что вот такая вот база именно в 4 дэмэдж дилера, если стоять. Если у вас предгунды нету, да, то, в принципе, можно поставить еще какой-нибудь саппорта. То есть это может быть, в принципе, Огак. Если связь еще 3 стихий, то также можно поставить Эстайон, если она у вас есть. Также для счастливчиков можно поставить Рейту. Я бы даже сказал, если она у вас есть, то не можно, а нужно будет поставить Рейту. Команда с Филосией и Рейтой, даже в дальнейшем, если у вас, допустим, предгунды нету, да, и вы будете играть в 3 ДД, то такая команда будет стоять, в принципе, до конца. Уже даже на дальнейших, там, на 2-й, на 3-й, 4-й воронке. Но если вы решили через Ледяной Взрыв играть, конечно, лучше все-таки предгунду получить. Все, особо-то тут замены нету. На худой конец уже можно взять какую-нибудь там финию, да, что-нибудь такое. Просто чтобы, ну, уже как-то хоть выживать. Потому что потом будет тяжело.
Ну и, соответственно, взять какие-нибудь там артефакты, которые именно на связь вот эту вот 5 стихий одинаковых, брать артефакты. Потому что там дополнительные дефы и прочность щитов. Чисто за счет этого получится ну, что-то как-то там стоять. Но опять-таки, если вы еще там не определились, да, только начали играть, то очень все-таки советовал бы именно пытаться достать героев ауры. В данном сезоне как-то поинтереснее все-таки получается и играть, попроще, и как бы аура сейчас и на арене, и на шахматах, и на воронке, и в принципе везде. Поэтому проще все-таки сделать акцент на ней. Но если вы уже все-таки выбор сделали, то деваться некуда. Будем решать, что делать уже тогда с ледяным взрывом. По заменам тут, в принципе, все. Тут не так уж и много героев, особенно когда будет активирована уже связь 5 стихий, да, тут уже особо-то и заменить некого, потому что у нас связь идет морозный яд. Тут вариантов, в принципе, немного. Тут либо Огак, либо Рейта. Рейта мало у кого есть, поэтому остается вот Огак. Если вдруг упал Бип-Бип, то, в принципе, он тоже сюда хорошо зайдет. Причем я пробовал на другом аккаунте, там у человека бить. Именно с Бип-Бипом урон у нас вырастал за счет его там ультимейта. Он там уязвимость накидывает, и урон у Белдель где-то процентов на 20 вырастает. Но все-таки рекомендовал бы тогда брать все-таки Фредгунду. По новичковым командам тут особо вариантов на данный момент особо-то и нету, потому что для воронки у нас сейчас идет на первых этапах, это вот база либо аура, либо неустрашимость, либо ледяной взрыв. Разъедание сейчас пока не играет, оно начнет играть, как только запустится 4-я воронка. Потом уже и будут, соответственно, обзоры на те команды. Сейчас пока что разъедание не актуально. Горение у нас не играет вообще на воронке. С дикостью пока что сложно, пока новый герой не появился. И очень требовательно к саппортам, которые просто ну, нереально сейчас достать. Поэтому пока что дикость у нас отлетает. Даже с Крисосом они тут не живут и не успевают набить нормальное количество урона. Заморозка также на воронке не играет, удар молнии не играет, сбор не играет, призыв я знаю только одного человека, который играет призывом на воронке. Это чисто его фишка, причем показывает неплохие результаты. Но там Тиамат. То есть новичкам эта команда не подойдет. Ну и, соответственно, Тени я тоже не играю здесь. На этом, в принципе, все. Такой пока что обзорчик у нас появился. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.